Назревает конфликт. Видели, это ты ногти накрасил и вскрыл чипсики? Нет. Интернет все помнит. Может быть. Что у вас здесь происходит? Че он такой дурак-то, я не пойму. Не лечится. Поедем туда, в мытище. Я устал туда ехать. Ты не такой, как все. Ты избранный, ты дивергент. Как это меня, я не пойму, опять прошло? Как это можно понять? Как это можно увидеть? Бонжур! Здорово всем, с вами, как всегда, я Леха. Да, хардплей сегодня продолжение. Артем Вульф. Я, кстати, смотрел, Вольф или Вульф, правильно, ничего не знаю. Ты как называешь, Вольф или Вульф? Надо мне у самого спросить. Артем Вольф или Вульф? Я давеча инсайды, сука! Звонил ему, говорю, Артем, он говорит, что? Я говорю, ты в Дубае? Он говорит, нет, я уже прилетел. Я говорю, а может быть тогда сходим? Он говорит, может быть. А куда? Я говорю, а я знаю. Жалоб, говорю, на этот магазин. Еще и в моем родном городе. Представь, в моем родном городе, да. Поэтому надо втопить лосями. Лось — это лайк. Лайк — это хорошо. Лайк — это как Винлайк. Потому что Винлайн, да, наш партнер. Да, наш партнер. Очень просто легчайшая интеграция. Потому что только на Винлайне ты что сможешь поставить на спорт, на киберспорт. Также в том числе для жителей России и Беларуси. И кого? Правильно, Казахстана. Ты найдешь ссылочку в первом закрепленном комментарии. Регистрируйся там всего на все надо ввести номер телефона, год рождения и что? Правильно, пароль, да. 2 двоечки, 1 восьмерочка, 54. Наш секретный пароль. Hardplay, промокод слитно большими буквами. Да, там кто депает, кстати, до 20 тысяч сейчас дается что? Так наорался, забыл, что хотел сказать. Дается там, короче, этот фрибет, вот, до 20-ки. Все, пойдем смотреть Артема, давай, топите и пойдем с вами. Да, спасибо, кто там посмотрел рекламу. Надо, деду надо. Я хочу, да. Покупать. Кто не смотрел первую часть, ты должен шарить в этой теме. Посмотри на канале. А что выбрали бы вы? Продавать просрочку и зарабатывать на... В реакциях в плейлисте. Ссылочку, кстати, внизу оставил, как обычно. Заходишь туда, там бам-бам-бам-бам. Смотри, там все есть, да. Так что внизу по ссылке все найдешь. Поехали. Я тут при чем? А я тут при чем? Я мозги помощу. Вот что, Лысая башка, дай пирожка. Куда ты лезешь? Зачем? вот что здесь нашли? Что здесь? Такое не нравится вам, что? Просто нюхать Ну вам что? не нравится. Нюхайте. Да. Я сейчас начну здесь. А вы что? Производитель сделал, а А? я привезла товар, ему не нравится. А вот то, что это упаковка. Взял чипсики. От зараза. В магазине делали? Напоминаю, Это, говорит, что чипсы в магазине сделали? что я не вскрывал эти чипсы. Скрывал, мы Эти чипсы видели, использовали да, в расскажешь магазине теперь, Оксана ага. Буквально 20 Оксана, секунд да. назад, когда я вышел на улицу за Ага, оператором. да. В кадре видно ее руку. Да мы видели, это ты ногти накрасил и вскрыл чипсики, мы все видели. Интернет все помнит, не надо нам тут сейчас, да. Который идет по рассказывать. траектории от корзины блогера. А по Еще траектории, только да. расправляющуюся пачку Накрасил ногти, чтобы подставить продавщицу, я все видел, да. чипсов после того, как ее мяли. Понюхайте. Дед чисто занюхнул пожилую бебру. Но чипсы просроченные, но Артем их не вскрывал. Сами. Ну и что? Здесь перец, здесь специи. Надо тушенку просроченную взять. Мне подойдет продавец и скажет, ну ты видишь, там специи. Какая разница, что ты со специями, что ты без специями. Потом будешь на толчке это все дело выяснять. Да, в лучшем случае. Вы что, дурак совсем? Баран, что Назревает конфликт. ли? Зачем вы оскорбляете-то? А как вам Зачем? сказать? Сразу стало понятно, что человек неадекватен и Неадекватен. Он быдло. задает странные вопросы, которые его не касаются и не должны волновать. А где вы живете, мужчина? А где ты живешь? Вот скажи мне, где? На улице Пушкина, дом Колотушкин. Что здесь делаете? В Подмосковье. Мужчина, успокойтесь. Люди Что ты здесь делаешь в Подмосковье? Скажи мне. Ну что? Что, понаехал? приходят, блин. Все хотят что-то купить, и из-за вас, блин, Я напоминаю, это, если что, даже не владелец магазина, это обычный подпивас, который зашел. 2 часа магазин стоит. Они закрыли магазин, я виноват. Я не понял. Что вы вообще здесь делаете? Я выбираю товар. Что у вас здесь происходит?
Выбрали. Не нравится. Баран, что ли? Он спец со специями. Есть Так, с укропом. Я есть выбираю с товар паприкой. себе. Если вам такой нравится, мне нет. Мне не надо мной трогать товар. Стоп. Я Срок, посмотри. Да вроде нормальный. Ну давай посмотрим. Все, какие проблемы к ним. Я еще раз говорю, сейчас его полиция приедет и нас рассудит. Кого нас... Да что рассудит, не вас надо. выведут и все, больше ничего. Да ладно вам, Да это ладно. ваши сказки. Слушайте, Не надо мной трогать товар, пожалуйста. А, ваш товар, а Конечно. вы покупаете. А может потом куплю. Когда потом? Ну, из-за вас люди стоят, Он люди- ему попортил, сказал, покупать не будет. Из-за меня вы один, во-первых, там стоите. Во-вторых, они Какой закрыли один? магазин. 100 человек же пришло. Нет, 100. не 1000. 105. Говорили Я 1000. сказала 100, он сказал, не может быть. Не может. Вам что, показать? А вот девушка пускай видео там снимет и посмотрит. Видео. А чей заказ-то у вас? Чей заказ-то у вас? Так, а почему я-то закрыл магазин, если Я они закрыли? пришел, хотел купить творог. Так покупайте. Закрыт магазин там. А я при чем? Я выбираю товар Из-за себе. вас. А чего мудрить-то, не пойму здесь. Нет, я все понимаю. Люди приходят, берешь, достаешь Так. с холодильника, просрочка, все есть, да, это их вина. Все, штраф. Ну, Претензии к производителю. да, Они но у них они внутри. нюхают коробку, говорят, Я воняет коробка. просто о чем говорю, вот то, что вы вскрыли товар, говорит, Владимир платить не будет. Слушайте, я прошу прощения, а он не ну, никак логическая цепочка не составляется. Он говорит, я не буду за такой товар. За какой такой? Ну, первое что? Что первое? Посмотреть срок годности. Дед стоит, топит, всирается, просто там на кону жопа стоит, что про товар хороший. Он говорит, занюхнул нормально. В чем проблема? Ихний. Ихний, понимаешь, ихний. Будь, правильно? Почему? А, платите? Возможно, оплачу, я сказал. Желания такого нет, но оплачу, если что. За такой товар нет желания, конечно, платить. Платить отказываешься? Нет. Оплатите? Возможно, да. Как возможно? Ну вот так вот Ну, решу если вы потом. вскрыли, вот, в принципе, я приду в магазин. Можете не трогать просто мой товар? Сейчас вам покажу. Ну все, я уже оплачивать не буду. Я Украл, всё, не магазин, он буду. лежит, он раскрыт, я его не возьму. Можно мой товар обратно мне в корзинку? Значит, вы оплатите его. Может быть, конечно. Оплачивайте. Но желания такого нет. Как нет? Вот так. Если вскрыли, как там? Ну, желания нет. У вас есть желание платить за товар? Да. А мне не хочется отдавать деньги никогда. Заплати. Ну, значит, идите в лес, там гуляйте. Нет, я в магазин Там зайду. можно малинку собирать, можно кружовник, можно еще что-нибудь там, не знаю, там крапивку есть. Пожалуйста, бесплатно, там денег не просят. Оплатите, идите. Корзиночка есть, удобненько, пакетик вам дадут. Положить спокойно и все. Если вы не хотите за него платить. Вы же испортили. Я же говорю, вы хотите за все товары платить? Как за все, какие я беру, за те Который вы плачу. испортили, вы обязаны А как же я узнаю, понравится он или нет, пока я его не понюхаю? вообще не в себе. Ну идите на рынок. На рынке будет нюхать, пробовать. там, на рынке сюда. можно? Да. Но это упаковка заводская. Ты что, баран, что ли? Зачем ты оскорбляешь, успокойся? Сейчас сколько Че он такой дурак-то, я не пойму. Не лечится. лет? Мне 45. Сколько? 45 сказали. Мне 35. А, 35 сказали. 35. Сколько лет? Ну сколько? В армии был? Служил? Нет, не служил. Все, не мужик. Молодец. Нет, 35 точно не Ну, да нет, лет, наверное, 28-30, наверное. Ему 28 лет или 25. Ну, я думаю, ну, 28 лет. Я молодею на глазах. Было Пена. 45, уже 25. Пена, что ты Как сделал? вас зовут вообще? Артем. Артем, меня Эдик. Неважно. Послушай, Артем, я А, понимаю. ну я понял. Много есть магазинов, которые стоят, торгуют, да, сегодня просрочено и все прочее. Но этот магазин пользуется популярностью. Люди приходят постоянно. Я вот спустился спокойно, взял творог обалденный, взял там колбасу, всегда хорошая. У ничего здесь не залежится, у него нет вообще брака никакого. Получается, я негодяй такой. Да я, если дело не в негодяе, просто если говоришь, что ты в Москве, понятно, живешь, все понятно. Ну, я вот жил в Москве, грубо говоря, да, сейчас квартиру купил, сюда приехал. Какой я дурак был, я отсюда выезжать у нас не хочу. Чтобы я с Москвы приехал в какой-то район, ЖК, в лесу. Да. Чтобы именно в магазин В пойти. Москве такой природы нет. Что в Медведку, в Отрадном, там, извини, парков полно. Ты вот в Медведку, Отрадном. А вы здесь видели, какие леса? Я здесь с детства жил. Ну Что ты мне вот. рассказываешь, что? Я вот жил в Москве, грубо говоря, да? Сейчас Шиза. Биполярка просто долбит жесткая, вообще жесточайшая. Я, говорит, как сейчас помню, да. Да, вот, говорит, иду я, а там смотрю, и НЛО летит, говорит, да. Да, смотрю, говорит, вот это да. Ну, вот. квартиру купил. Сюда приехал. А чтобы в лес, надо прийти сытым. Поэтому я зашел сначала в магазин. А что ты там? Конечно. А Я чё- же в лес голодным, я же умру там ночью, голодный в лесу. А зачем ты будешь ночью в лесу-то? Здесь леса нету. Как это? Я видел лес. А где есть лес? И Вон ха деревья в стоят. Это лесу. парки. Какой Только не здесь лес? спи. Приехал в какой-то район, ЖК, в лесу.
хочешь популярность прям такой? Так какую Вроде популярность? парень нормальный, красивый, здоровый, накачанный. Вот зачем тебе это надо, не пойму. Что это-то? Сейчас полиция, говорю, приедет, нас рассудит. Да что это? Окей, let's go. Просто они составят, извините, обоюдно разрешите вопрос и уходите. Нет, они на меня заявление напишут, это может быть... 4 часа магазин закрыт, люди терпят убытки, они за аренду платят, деньги кто им вернет за это? Вот смотрите. Продукция. Ну, вот кто? Суши. Я вот сейчас Ты? пришел, хотел купить. Так. Кстати, Так. уже нету. Уже Хотел нету. купить суши. А суши всего 5 дней. Вот срок годности. Время-то идет, часы. Товар надо продавать каждый час. Это получается Ой, срок стелет. годности кончается. А Правильно? я как связан? Они закрыли магазин, не я. Ну а как? Он сейчас может работать дальше. Вот Послушай, покупайте, ну, я а как стою. решать может вопрос, если человек стоит? Просто стою здесь. С корзинкой. Ну купи да и иди домой. Я выбираю товар. В лес иди там куда-то, костерчика Не, зажги. слушай, я не Вы видел смотрите, там вот вы говорите суши. про верный. Вы верный приходите, вы же выбираете товар, ходите? Я не видел А что, суши. здесь тоже выбираю. Вот, и я выбираю свой товар. Ну, Думаю, но верно мне никто не даст. Я пришел, оплатил, а ушел. не, вы можете также стоять в зале до закрытия магазина, хоть выбирать товар. Просто корзинку взял и можешь стоять? Да. Ладно, Здесь я также стою. стоишь, ну ты людям сказал уже свои претензии? Я сказал, да. Ну, а верно я не говорил, просто стоял в магазине целый день. Можете сказать. Почему? Я запутался! Что за ужас тут творится? Какие суши, какой верный, какие... Причем здесь Артем? Причем здесь дед с претензиями верным? А если... Что происходит? Я не понимаю. Ничего не понимаю. Я не понимаю, что произошло. Почему нет? Можете не говорить. Я к тому, что не я закрыл магазин. Я не понял. Я Блин, сам ну, ничего слушай, не ну, понимаю. Вот это у нас... Это я оплатил. это оплатил? Да. Тебе это просто не понравилась вот эта паприка. Запах, да. У меня жена инженер-технолог общественного питания. Она просто придет и скажет, что А я лесник. здесь вот все компоненты написаны, какие добавки. Но если тебе запах не нравится, ты почитай сначала аннотацию на этот запах. Покупатель не несет ответственность Вот. весь технолог за то, что там произведено. Срок годности устраивает? Так, а тут состав, вкусоароматические вещества, усилители аромата, глутамат натрия, вот это вот все. Вы знаете, как Да. пахнет глутамат натрия, вот это вот все. Специальная здесь графа. Можно претензии производителю послать. А я магазину. Но не про... А магазин, А я не магазину. несет за это. А магазин уже предъявит претензию производителю. Ваша Нет, мечта нет. осуществилась. Приехала ваша долгожданная полиция. Моя? Которую вы ждете. Вы же вызывали. Полиция там подайтесь по своим видео. Вы же Мы вызывали. милицию ждали просто, поэтому нас вот задержали. Вы же вызывали. Не Вы я. же вызывали, потому что Моя вы захотели долгожданная мечта. полицию вызвать. Я захотел вызвать? Вы же видео снимаете? Про полицию снимаете видео? Вот они приехали, сейчас еще одно видео выложите. Сколько? 100 миллионов 700 просмотров? Да, Ой, да, так да, подписчиков? Да? Правильно? Вы же не Они просто там пришли, полицию опускают, короче. понюхать Вот лесом, это что? правильно? И после этих слов становится понятно, что они все прекрасно понимают. Они понимают, кто я, что я делаю в их магазине, что у них просроченный товар на прилавках, но до последнего делают вид, что не понимают, что Почему-то происходит. они громкие, а Становится Артем понятно, тихий. зачем эта директор Оксана портила товар в моей Тёмыч, обрати корзине. внимание. Таким образом, она хотела подставить меня перед полицией и отвлечь внимание полиции от действительно серьезной проблемы просроченных продуктов питания в ее магазине в больших объемах. Вот такая она, счастливая мамочка прекрасного ангелочка. Хотела подставить меня. И ее план сработал бы идеально, если бы План человек, банан. в глазах которого она это делала, не оказался нашим товарищем. С Москвы приехал в какое-то захолустье, извини, рядом с пограничным лесу. Я устал туда ехать. Я говорю, давай в Москве. Он говорит, нет, поедем туда. В Мытище. Я говорю, куда? Он говорит, в Мытище. Я говорю, я тебя очень прошу, давай в Химках. Я говорю, мне ехать не так далеко. Он говорит, Мытище. Я говорю, Артем, прекрати. Он говорит, царские Мытищи. 2 часа туда по пробкам. Я говорю, о боже. А там вот, пожалуйста. Муравейник приехал? Да, муравейник, да. Да, И то это не муравейник. Муравейник, когда этажи по 25 этажей. А у нас по 6. У нас живет... Я не говорил муравейник. Магазин, я назвала муравейник. А когда Маленький назвала, не магазин, я? говорю, он приехал муравейник. На, маленький магазинчик, не в сетевой, а муравейник маленький. Во! Я тебе в той серии говорил. Смотри, 1, 2, 3, все. 3 стеллажа и 4-й вот этот вот сзади идет. Все. Там все в просроке, все. Туда заходишь, там
Все вот, я вам отвечаю, я не знаю, попадет это в кадр или нет. Вот они закрыли вот эту витрину, здесь, видать, не просто так они ее закрыли, здесь просто все тухлое. Причем получился очень рофельный момент, когда они уже все поняли, это такой небольшой спойлер, когда все как бы, мы тормознули, я взял что-то первое попавшееся, и оно и там было тухлое. Я не знаю, Артем оставит, не оставит. Везде все тухлое, все везде. Самое большее количество просрочки, которые вообще я видел, если взять на маленький вот квадратный вот это, да, ты понял? То есть на 1 квадратный метр это, наверное, наибольшее количество просрока. Просто он все просроченное. Печенье, крупы. Я говорю, как крупа может быть просрочена? Консервы. Я говорю, как? На маленький магазинчик, не сетевой, а муравей маленький. Потому что на сетевой магазин слишком кишка тонка. Почему? Там я тоже видео. Да, у меня это все есть. Но там, извини, служба безопасности, есть, у них быстрее милиция приедет. А то, что маленький магазин какой-то, не знаю, люди, я понимаю, здесь, если бы люди писали, вот приходишь в магазин, там... Чего? Чекай первый комментарий, Ромочка. Вообще шляпа конкретная. Как будто киоск из 90-х засунули в помещение. Очень дорого, мало выбора. Ну, за цены я как-то особо не обращался, честно, внимания. Я смотрел на просрок. Персонал откровенно хамит. Чудовищно грязно. Очень грязно был. Пол точно грязный. Полки, ну, дефолтные во всех магазинах, если уж... Ну, по-честному говорить, во всех магазинах, когда перебираешь, вот смотришь на просрок товар, все руки постоянно грязные. Все грязные, прям просто вот прям вот, знаешь, вот ногти черные становятся, вот это все. Даже если постриженный красивый, как у меня. Да. Теннисты больше... Раз и ты в белом платье. Я что, говорит, по-вашему, Дом 13, мини-маркет, у них просроченные... Хоть одну, хоть... Претензия хоть... к просроченному товару. Да. А уже приехали. Они же их и ждали. Потому что человек мучается, утром Анна с ребенком, потом муж сидит, потом вечером Да муж. зачем? У нас тут появляются видосы снимают. Я как покупатель каким образом к этому отношусь? Что у него ребенок, еще кто-то, у меня тоже своя семья. Я вот не вскрыл, Не трогай чипсы! знаешь, покупаешь. А теперь вопрос, что делать, Зараза. если тратить все... Что делать? На мой бусти подписаться, на мой бусти подписаться, там 100 рублей всего подписка, да. Что делать? Видел, как на упреждение? Я уже все знаю, да. Что нас тут сейчас составит и все, даже полицию не заберут. С полиции еще видосы снимать, вы что не понимаете? Здесь он задержал Вот это работа. снимать видосики. Понимаете? Вот это работа. Он не хочет У него нормально работа такая, работать. нервы трепать. Да. Без переговорка, может, думать, нет популярности. Просыпайся, у меня подписчиков будет 20. Завтра мамка моя встанет, а я Дотя у ютубе. Класс. У него работа. Очень сложно сдержаться. У меня просто новая шутка как раз подошла. Такая, нервы трепать. Но земля круглая, он когда-то так попадется, как мы. Девушка, видите, как стоит, улыбается и вообще весело. А что, девушке не улыбаться, что ли? Девушка, я улыбалась стояла, и я улыбалась стояла, видео снимала. Ну, что снимать, в принципе, я правду говорю. Я нормальный работящий человек, я не какой-то Они не для меня. работящие, они просто видосы снимают. Ну, вот эти, да, которые никогда не видосы работал снимают. Ну правильно, Да. на это не хочет, на завод не хочет. Ты, конечно, ходи по магазину, снимай, потом перепродавай. Работа только на заводе, да? Почему на заводе? Вы говорите, на завод. Везде люди работают, почему на заводе? А чего вы взяли, что я... Ладно, давайте вот по существу. А чего вы взяли, что я не работал? Ну я же вижу это. Ну, чего вы взяли то, что... Почему, откуда логика у старого, то, что вообще нету... Почему я его так называю? Потому что он оскорбил просто человека первый, поэтому у меня нет к нему уважения тоже. Я одного не понимаю, почему у пожилого Джеки Чана нету никакого... Почему он думает, что человек не работает? То есть совмещать, допустим, нельзя. Как это работает? Я же вижу, что вы не работаете. Как это можно понять? Как это можно увидеть? То, что я здесь вечером сейчас нахожусь, что я не работаю днем. А вы, говорит, дальше людей травите. Я говорю, вот очень жаль, что его на финале не было. Что бы он говорил и как бы он глазоньки свои кругленькие раскрывал, когда он увидел, сколько там просрока. И когда носом начали весь этот состав магазина тыкать, и вот это вот все. Да, и когда они все уже поняли, чем это может забернуться. Я не работаю утром. А чего вы взяли? ты и с утра нифига не работаешь, ходишь, воздухом дышишь. А с чего вы взяли это? Деда несет, как это, вообще просто меня несет. Я забыл, что было вчера, утопая во тьме. Как вы это поняли? Я просто не понимаю, просто я вот беру как вот обыкновенный человек. Если я отдыхаю, я отработал день,
вечером, там, это выходной, я ухожу на природу, правильно? Воздух подышать, там комариков, что мне посчитывают, там, на водичку сходить. Я понимаю, ты живешь вот там рядышком, тебе не нравится, да. Ты хотел на место поставить продавцов. Всё, Вот точно я, мои мысли. Вот я ты все понимаю. хорошо, Но просто откуда человек приехал за меня? Как этот никогда не зайдет. Логика дедушки ясна. Моя хата с краю. Если у соседа проблема, меня же это не касается. Так же и тут. Если в соседнем районе с магазинами проблема, но меня же это не касается. Вот Всё есть правильно. вера. Никогда Вот не есть, зайдут есть такой вера. Потому что снимать надо в своем районе. Чего-то в мытищи царские поехал. За что это так называется? Царские мытищи. Это без шуток, это район. Это я не придумал. Чего ты в мытищи поперся? Заказ, да? Артемушка, заказ. Все, другалечек, разоблачение неминуемо. Заказуха пошла. Все, да? Дед-то базу сказал. Верный магазин. Потому что ты не такой, как мы, понимаешь? А мы Ты простые не такой, как все. Ты избранный, ты, блядь, дивергент. люди. А ты не такой, как Я мы. тоже простой человек. Если ты был простой человек, ты простых людей бы понимал. Какой, я особенный? Ты не из простых людей, понимаешь? А какой? Ты не из Ну, просто простых. заказ Какой? какой-то есть. Заказик у тебя. Заказ, так от кого? Скажите, вы все говорите заказ, от кого? Слушай, Скажите. ну не знаю, Откуда я вот знаю, заказ. кого? Я знаю, откуда вы появились. Откуда? Уже все, вас распустили. Кто вы, что вы? Оксан, зовут его Артем Вольф. Его даже знали, кто подослал. Все спокойно. Ну вы все говорите, утверждаете. Вы знаете, такая статья клевета есть? Сказали, что ты ютубер, блин. Вы знаете, такая статья есть? Вот вы мне сейчас говорите заказ. Мы не Статья знаем, какая? мы не Клевета? знаем, почему. Потому что вы простые Клевета? люди, мы Да. ничего не А знаем. вы вообще не... Вы говорите, заказ у меня какой-то. Ну как, да, мне так кажется, что заказ. А, это вам кажется, это ваш субъективный. А мне кажется, что вот я вот совершенно случайно видел ролик. Там двое афроамериканцев, да, в костюмах слесарей, стучали деду по лбу. Не буду говорить чем. Да, мне так кажется. Вот кажется, вот показалось мне, наверное, да. Очень похож на тебя. Ну что это такое? Ну почему, если говорят, уважайте пожилых людей, ну надо соответствовать, твою мать. Почему надо обязательно быдлом быть? Мне так кажется, да? Кукан неизбежен. мнение. Просто Кукан правосудия. переписались в интернете, скажем, так и так, там, съездив, провели проверку в этом магазине. Получается, все-таки кто-то из местных жителей жалуется на этот Не магазин. Вот эти интернеты, да? Понакачают этих своих интернетов и долбятся в жопы потом. Страна гибнет. Вот они. Заказ. 100% заказ, да. Местные жители, есть, кто? есть какие-то предприниматели, которые здесь магазин открыли, у них народу нет, а здесь народ Здесь постоянно. верный только и вы. Ну, это Да, магазин. здесь нет. вон, там Там, кстати, реально прикол такой, там два магазина. Вот он один, и вот он второй, там больше магазинов нет. Вообще, в принципе, нет. Я без шуток вам говорю. Вот этот тот вкусвилл, он то ли закрыт, то ли он что-то еще там какая-то, то ли он только... Я не помню. Тёмыч говорит, там два, говорит, магазина всего. Блин, вообще, в принципе. Даже если 3, окей, магазина, и там мы оказались неправы, ну, как... Там целый микрорайон вот этих здоровых домов вот этих стоит. Ну, это другое. полно магазинов. Ну, на карте их нет. Зачем? Тебе на карте должны были показать? Ну, в смысле, я открываю вот карту, и я смотрю, какие магазины есть на карте, конечно. Чтобы пойти в магазин какой-то, как же я узнаю, А есть он что, там или нет? только верный этот магазин? Все, На карте больше нет. 2 магазина? Да. И Винлаба нету, и... Продуктовые. И там магазин есть. У вас есть карты? Давайте вместе с вами откроем. У меня просто телефона с собой нет. Ну вот. А что полиция-то где? Они вроде собирались прийти и все. Вот они на улице стоят. А что не заходят? Вы выходите к ним. Разговаривать. А я не могу товар-то бросить уйти. Ну, а кто возьмет товар-то магазина? Камеры же есть, никто не тронет. Обратите внимание, как они пытаются выманить нас из магазина. Ну Пришел да. какой-то неизвестный человек и стоит, слушает. Похоже, на улице полиции никакой нет, а они просто пытаются нас выманить из магазина и, возможно, сделать что-то нехорошее на улице. Но и с Нехорошее. товаром это вообще отдельная история. Естественно, как только я покину магазин, товар сразу пропадет, и выяснится, что камеры магазина само собой чудесно Не работают. Не-не-не, в этот день они не работали. А теперь смотрите внимательно на задний план. Наш товарищ Олег пошел проверить, действительно ли на улице стоит полиция. И за ним пошла директор магазина Оксана. А вы же сказали, вы это оплатили. Нет, не все. Я же сказал, частично оплатил. Такая вот... Говорить не хочется. Вот. Заметили, да, вот эти мышиные движения? Смотри, парнишка дернулся, и смотрите вот этот взгляд. Нет, не все. Я же Опа. Такая, знаешь, вот эти шнырь-курьеры вот эти вот, знаешь, такие вот хитрожопенькие такие. А можно было просто сказать, ребят, в чем проблема? Давайте, ну, товар, давайте, можно, разрешите, я посмотрю. Артем всегда дает товар посмотреть.
Я с ним сколько по рейдам ходил, никогда он не был такого, что он там запрещал. Можно я ознакомлюсь с товаром? Разрешите? Я там управляющий, директор. Да, конечно. На число, дату посмотрел. Ребята, извините, давайте мы утилизируем товар. Тык-тык-тык ножницами, все. Магазин потерял 5000 рублей на просрочке. Разговор закрыт. Вопросов нет, все. Но нет, надо вот это вот. Как ужи, знаешь, из-под пола вот это все, вот это вот. Сказал, частично оплатил. Оксана. Ну, возьмите Оксана. оплаченное и выйдите. А вы сказали, вы это оплатили. Оплаченные, выйдите. Нет, не все. Камера Олега, подожди, я вот эту историю не знаю. Оксана. Этого я не знаю. Чего? Так, секунду, кто кому что говорит. Олег пошел туда. Так. Так. Человек выдает с ними тоже. Я, короче, подошла, я говорю с ними, а он, короче, она ему моргнула. Так, выходи сюда. Выходи. Ты сейчас серьезно? И все стоят, типа, кукарекают, радуются? Подпивасная бригада? Приходи. Да, и с ребенком на руках. Дергать. Браво. Выходи, Опа! Вот и приплыла. Конечно, приплыла, руками трогает. Это главное, за кофту дернула. Она, короче, пока ты ушел, она тебе товар специально... То есть она его хотела дернуть туда, в толпу. Да. Жаль, я этого не знал ничего вообще. Я не знаю, почему мне Артем это не рассказал. Я вообще в шоке. Мяла. Мяла товар? Да, мяла товар. Я вам отвечаю, я этой истории не знал. Они мне, ну, мы когда ехали, они говорят, там, типа, была уже история, там, куча народу подходила и так далее, но я не знал вот это вот все. Какой товар нам помял? Так, вышел отсюда. Нет. Выходи. Нет. Выходи. Нет. А зачем мне товар мяли? Мне сказали, что вы товар мне мяли. Я поймала товар специально. Зачем? Чтоб тебе сказать... А, помяли товар. Я помню, вот это не мял. Чего? Нет. Выходи. Нет. Выходи. Нет. А зачем мне товар мяли? Мне сказали, что вы товар мне мяли. Я поймала товар специально. Зачем? Чтоб тебе сказать... А, помяли. А? Чего? Товар. Я помню, вот это не мял, кстати, не скрывал, да. А ты что, стукач, что ли? Да, он стукачок тут. Стукач? Мальчик. Изо рта пахнет. Ты стукач? Да. А от тебя нос пахнет. От тебя носом пахнет. Ты отсюда не уедешь. А как это меня, я не пойму, опять прошло? Как вот это вот? Я просто жду от подобного момента. Я просто жду. Я каждый раз Артему говорю, я говорю, Артем, ты можешь меня взять на такой рейд, там, где чтоб со спецэффектами было? И каждый раз как-то вот все вот это вот мимо меня проходит. То есть старый хер лезет в драку, провоцирует молодого. Ну, это угроза, да. Ты отсюда не уедешь, это уже прямая угроза. Куда? Куда он едет? Понял? А ты хочешь лазать? Высоко, колбасу он держал, когда в чукачок с ними вместе. Ну ничего, пускай. Ты отсюда не уедешь. Ты отсюда не уедешь, понял? Понял? Угрожает, смотри. Ты отсюда не выйдешь. Да, да. Дядь, зачем ты это делаешь? А что я сказал такого? Ты отсюда не выйдешь. Да? Это кто здесь? А вот эти блогеры, видишь, блогеры. Может, пиздару? Ну, я тоже так думаю. Давайте я скажу так. После случая с дикими арами, кто смотрит канал, тот знает, да, о чем я говорю. Прогремевшие там чуть ли, да, ко мне обратились, давайте я так скажу, очень горячо мной уважаемые люди. Одни нам, так скажем, помогли разобраться в силу своей деятельности с сотрудниками полиции, как я думал, а потом, как оказалось, с оборотнями в погонах, да, которые, кстати, получили увольнение и взыскание. Это вот с того вот сюжета, если что.
Кто хочет, можете проверить. Да, там уже не работают эти люди. Именно не работают. А есть еще, да, меня попросили как бы особо не распыляться. Я человек как бы понимающий, я просто говорю то, что все те, кто вот хотят в магазинах устроить вот подобный, а давай их усадим, борта, я посмотрел, они так хорошо, комфортно сидят. Там 2 ряда по 3 человека. И спереди 2. Водитель потрясающий. В нем, наверное, я думаю, что в нем 1,90 м точно есть. У него рука, как у меня нога. Может, нос Я просто к чему говорю? Когда вы думаете то, что да, вот это я говорю продавцам, вот этим вот паршивым, поганым, которые пытаются устроить там драки, потасовки, я вам категорически не рекомендую это делать. Я правда вам говорю, я прям вот настоятельно вам рекомендую, не делайте этого. Потому что Тагань, глянь. Что, прошу прощения. Это в отзывах. Короче, на Google картах или на Яндекс картах, там, где вы сидите. Зайдите, магазин Smile называется. SMAI с точечкой L. В Яндексе зайдите. Я просто хочу, чтобы вы сами кайфанули. Мытище Smile магазин. Еще от меня туда тоже. Сделайте скриншотов, отправьте фото. И там отзывы. Вот есть графа отзывы. Надо поддать добра. Да. Раз они так себя ведут, я просто не в курсе был темы этой. Да, нужно обязательно поддать, добренько сделать. Так, прошу прощения за остановочку, надо послушать, что там дед опять дальше продолжает. Это блогеры, видишь, блогеры. Ну, я тоже так думаю. Можешь нос оторвать? Я знаю, что ты можешь, но не надо. Нос оторвать, ты отсюда не уедешь. Старый с такими разговорами может да. Отойди, пожалуйста, я закрою, чтобы вам просто полосную не работает. Что за агрессия? Зачем агрессив? И тут его понесло. Девушка, не надо тянуться руками, дядь. Дедушка, успокойся. Ты очень агрессивно себя ведешь, неадекватно. Ох, блин, ё-моё. Дернулся, красава, Что ж он такое-то, повалился. а? Ай, старый. Да. Слушай, у меня есть к Артему предложение 100%. Можно повеселиться тоже, очень классно. Я очень хочу посмотреть, как все люди улыбаться будут. У меня есть предложение 100%. Вы знаете, я просто помню эти лица. Они, короче, улыбаются, но я говорю, они настолько веселые ребята, вот, которые мне сказали: Лех, давай мы с тобой сгоняем. Я-то думал, это шутки, а они голосовое видео отправили, да, там, говорит, если это, да. Я говорю, ты мой хороший. Там, да, там, вот такие вот головы, какое-то, вот у телят вот такие огромные. Да, очень хорошие, да. На мультивене катаются. Мультивен, не буду говорить какого цвета, прекрасный мультивен новый. Да, хорошо о них, да. А сзади у них этот Соболь ездит еще, тоже в паре, ребята. Прекрасный. Мне просто интересно, они вот так вот, старый-то он улыбаться так же будет, когда это... Мне просто интересно, да. Вы угрожаете? Я угрожаю? Да. Ой, ты молодец. Да, давай. Да, я ничего не Девушки на луг, девушки на луг, с песнями ты что, идут, адекватность потерял, где свою песнями леско? идут. Только нет себя, Только вроде адекватный был, и только нет всё. себя. Дед, Не делай. угрожаешь зачем-то. Я же не могу. Ну что ты хочешь, ну нарывай. Все, дед, гуляй. Во-первых, я не дед, а вот да, я дед, у меня 3 внуков. Ну вот. Но я И 0 мозгов. себя чувствую молодым. Все, дед, успокойся. Я таких чертей давно не видел, я вам серьезно говорю. И я вообще в шоке. Логика человека, он думает то, что вот за дефы это вот 2 человека, вот 2-3 их разнимут? Серьезно? Ну ладно. Это агрессия непонятная. И вот этот тот ходит, улыбается. Я очень жалею, что я с вами по приезду начал. Я после просмотра ролика, честно говорю, я в шоке с вас. Вы просто семья реально глэков, конкретных глэков прям. Вообще ужасные люди, отвратительные по всем параметрам. Один ходит, провоцирует, второй «я же мать» орет, третий «давайте выдернем мальчика, побьем его». Это гениально, это просто потрясающе. Агрессия непонятно. Циркачи. Убить не буду, я за дворку пришел.
Ребята, напоминаю, что 4,5 отзывы. Ну, я ни к чему не призываю. Я думаю, люди сами знают, какую оценку поставить. Каждый, у нас, ребят, свобода выбора. Да, на картах можно поставить оценку. Каждый из вас, так скажем, несет свою лепту. Я поставил 5. Специально. Вот это да. Вот так вот, ребят. Ты отошел, она уже мнет. Где полиция-то? Да нету ее там на улице. А, нету. Нету, обманули. Обманывают. Как вы поняли, само собой, на улице не было никакой полиции. А это был просто предлог, чтобы выманить нас из магазина. Это к вопросу о том, почему я никогда не оставляю товар и не выхожу из магазина с парашниками и прочими. Максим, там не было Да, и товар бы они тоже выкинули. Эти бы подсуетились, вот эти вот. И все бы было выкинуто. полиции? Ну, никаких грубостей, ничего, просто за... Я удивлен вот с этого вот. Никаких грубостей, ничего, просто за дверь выставим их и все. Мы еще раз туда приедем, ты нас попробуй выстави за дверь. Я очень хотел бы на это посмотреть. Мой юный боец ММА. Дверь посмотри, ну все. И что? То есть ты снимаешь, груди вытолкнул, и все. Да, мудаки, вы реально очень Я вообще в шоке. Это мать. Это мать, представляешь? Да нет, дело не в этом. Это новое поколение. Новое поколение. Ты наш ровесник, придурок. Конченый. Новое поколение. С ЛГБТ дует. Вот такая вот. Не, ну у кого что болит, тот о том и говорит, базаришь. В школе обижали кого, вот такая вот. По себе людей не судят. Ты ебаник завали, пока ты пососать не стал. Понял, ты хуй. Пососать? Что там в мытищах происходит? А ты чем материшься? О, Господи. Местное было с О, пивком. Господи. Успокоить. Было бы кому говорить. Мытищи, Теннисный бульвар 13. Все еще ждем вас. По факту сказал. А почему вот это вот тоже что-то квакает? У нее социальные сети. Надо посмотреть социальные сети. Там, по-моему, она популярность просила. Она просила же, да, в ролике, в каком? В первой части она говорила. В этой же, да, части, в самом начале. Я вот проснусь, у меня 20 тысяч подписчиков. Ну, популярность можно завести вообще легко. Можем помочь, нет. Но мы воплощаем мечты людей в жизнь. Надо только понять, куда подписываться и куда писать, и все. Я думаю, люди сами найдут. Ну тут и просто ситуации накаляются, люди хотят физическую силу применять. Да. Силу применять? Да. Да. Ну, у нас блогер зашел здесь, просто Ну, мы вас ждем очень. Понюхал, там нравится ему запах, не нравится, хочет. Так скажу, кто-то еще раньше звонил. У нас драка, говорит, не единственная. У мытищах все дерутся, звонят по одной причине. Помогите, нас бьют. Добрый район, рекомендую. Понятно. Ну да. Царские мытищи. Да, спасибо, поторопитесь, Да, ждем вас. Ну, это сколько по времени? Все, спасибо, ждем вас. Спасибо. У нас просто маленький ребенок до сих Маленький ребенок. Нет, ну раз маленький ребенок, тогда это многое меняет. пор не спит из этой ситуации. Если можно, чуть-чуть Я побыстрее, ребенка пожалуйста. прикрываюсь, на 4 камеры снимают, мудаки. Ну, мы не то, что прикрываемся, его просто не с кем оставить. Вы меня пытаетесь подставить, мнете товар, а я плохой. Слушай, да ты меня Что ты вообще с ней разговариваешь? уже 200 раз подставил. Я? Да. Ты сама себя подставила. Тыкай себе в жопу, понял, блин? Ты Я такое не люблю делать, спасибо за предложение, но я откажусь. откажись. Потому что он будет обрезать все. Не надо. Да мне вообще Куда там звук? насрать на него, реально. Он просмотрит себе, поднимает, миллионы зарабатывает, да и копейки тут хожу собираю. Вот на 200 Иди работай на другую работу. В чем проблема-то? Что ты жалуешься? камер снимайте, дебилы, блин. Чтоб просмотр... Зачем вы оскорбляете все? Дебилы, хоть на 200 камер снимайте меня, блин. Не надо по себе... Что ты машешь, я не пойму. Не надо по себе людей судить, еще раз говорю. Какая вам разница, какие здесь... Иди на из кадра, уже у меня жопа горит. Популярная. Какая разница? Иди уроки учи. Сука, уже рвет у меня жопу. Вам. Сейчас ты покупать или что? Взрослые разговаривают. Туда в ужасе. И этот стоит, позволяет такие вещи говорить. Че вы что, всем магазинам тут тронулись, что ли? Какая разница? Какая? Ну, Вам же сказали, какая разница. Не может своей девочке рот
закрыть. Отвечать-то потом будет он. Что происходит-то? Что за? Почему это допускается? К вам пришли в магазин хоть один из вас, ламантинов, твердолобых, лысых, полулысых, с детьми, я не знаю, с женщинами беременными, еще с чем-то. Хоть кто-нибудь догадался в корзину заглянуть, проверить просрочку товара? Вам сказали, товар говно, идиоты. Ох. Вот, ну наконец-то, вот молодец, вот красавец. Вот это красиво, вот это надо было с самого начала делать. Ты с ума сошел? О май гадабл, ты, я ничего не могу сказать. Нет, потому что ты не имеешь никакого отношения к этому разговору. Ты понимаешь, что это Это вообще какой-то, извините меня, я давно не матерился на видеороликах. Но меня уже просто, это кошмар какой-то. У нас скоро рейды намечаются. Я чувствую, популярность, она просто неизбежна, абсолютно неизбежна. да что мне сделать? Я не могу рот закрыть, потому что она не права. Если нам не процент даст с ваших подписчиков, Я тебе дам процент. Я дам процент с подписчиков. Нас скоро 3 миллиона, там не за горами. Ладно. Обещаю, я дам тебе процент. Я дам тебе популярность, хорошо. Раз ты так просишь, это крайнее исключение из правил. Мы дадим тебе максимальное развитие в соцсетях. Максимальнейшее. Хорошо, ладно. Реши нас попровоцировать, ребята. На самом деле вы Пока вы не извинитесь за все вот этот свой треп, вот этот галимый. Все, развитие будет максимальное везде. нас провоцируете, а не мы вас. Понятно, я знаю, что я вас провоцирую, конечно, я пришла и провоцировала. И ребенком прикрываюсь. Если ты был в деревне, ты был нормальным пацаном, а ты вот дебил мудак. Как с ней разговаривать адекватно? Зачем все оскорблять? Да не, ну просто это показывает лицо человека. Лицо магазина Зашел, показывает. Тём, нормальный пацан. А, вот это зашел нормальный пацан, Он уже да? показал себе, да. Вот это вот нормально. Вот этому надо, кстати, тоже развитие дать. Тоже парень развивается. Да, любитель этих острых ощущений. И, да, что-то там он про очко говорил, про рот. Еще про что-то, не знаю, как-то он развивается очень активно, мальчик. Жестко. Я так и понял, с пивком, с матами зашел. Да, вот это Тут все такие деревенские, понимаешь? Таких людей быдлом. Деревенские, понимаешь? Все такие. Царские мытищи. Мы здесь все деревенские. Можно хоть рекламу снимать бесконечную, не благодарите. Обычно называют. Вот, мы и есть этих людей, да. Я сейчас всем скажу, что ты назвал всех быдлом. Да, пусть знают. Серьезно? Подожди секунду, мне, наверное, послышалось. Подождите, ну, еще раз. Вот, мы и есть этих людей, да. Я сейчас всем скажу, что ты назвал всех быдлом. Да, пусть знают. Ну, он мне писюн показывал, не показывал. Показывал. Но это прямая провокация на то, чтобы в магазин зашли и началась драка. Прямая провокация людей на улице. То есть он любыми способами пытается каким-то образом, так скажем, наказать людей, кто находит просрок в их магазине. Встретят его с аплодисментами. Все, кто здесь были, он обозвал всех быдлом. На улице, говорит людям. Какого она года? 2002 год? Так разговаривает? потому что ты у меня такой прекрасный. Я отвечаю, благодарна Богу, что ты у меня умный человек. Нормальные люди поймут, что вы после рабочего дня с ребенком. Да нет, вы что, я ребенка прикрываю все время. Вот такие люди, Успокойтесь, я ребенка прикрываю. Взяла ребенка и прикрываю. Говорю, вот у меня ребенок, вот у меня нормальные ребенок. поймут, они не поймут, потому что им будет. Конечно, не поймут. Там ребята, Что няни нету, что магазин дерьмовый содержим, да. Блин, девушка, ну ты вообще, ну как так? Как такая потеря произошла с таким парнем? Знаешь, что еще интересно? Все знают. Но своими именами никто не называет. То, что в магазине просрочка. Не знаю, Артем очень красивый. Да. Они говорят, плохой магазин, по запаху. Ну вот не нравится, просто вот То упаковка. есть все посмотрели видео, все понимают. Знают, что здесь. Каждый, вот этот мужик знает, все знают. Она тоже знает, что происходит. Своими именами никто не называет. И должность моя
Капитан Эхарас. Нара-нара-на-на-най. Нара-нара-най-на-най. Что у нас снимать? Мы красивые все. Согласен. Они про вас видео просто снимают. Видите, как мы... Что у нас снимать? Что у нас снимать? Мы красивые все. Я прошу прощения, а звание какое? Я просто для себя сугубо. Согласен. Только не надо говорить, что это майор. Они про вас видео просто снимают. Видите, как мы стильные, побритые. Вот. Не пойму, это какой-то синдром? А что происходит? Это кто? Я не знаю. Люди какие-то в военторге форму, по-моему, купили. Понятия не имею. Что-то, ну, произошло, я не знаю, что. Это синдром майора. Надо видео так назвать. Синдром майора. Да, я не понимаю, почему. И почему-то все последние рейды постоянно отличаются майоры. Я с большим уважением отношусь, на самом деле, кто служит. Реально хорошие ребята. Но вот это, да. Поглаженные. Продолжение выйдет на ютубе примерно в следующее воскресенье. А если вы нетерпеливый и не хотите ждать... Ждем третью. Поехали. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.